Тема сегодняшней нашей лекции – биоакустика, упругие волны, эффект Доплера. Физические явления и процессы, которые мы сегодня будем с вами рассматривать, близки каждому из вас, так как повторяющиеся процессы непрерывно происходят внутри любого живого организма. Например, работа легких, сокращение сердца. Когда нам холодно, мы дрожим. Мы слышим и разговариваем благодаря колебаниям барабанных перепонок и голосовых связок. Когда мы ходим, наши ноги тоже совершают колебательное движение. Колеблются атомы, из которых мы состоим. Сегодня на лекции мы рассмотрим несколько разделов. Механические колебания волны, звук, ультразвук и эффект Доплера. Применение в медицине. Область физики, которая изучает упругие колебания волны, также методы их получения и регистрации, их взаимодействие с веществом и разнообразное применение называется акустикой. Акустика – это также раздел физики, в котором изучаются звуковые явления. Биологическая акустика – это наука, изучающая звукоизлучающие, звуковоспринимающие органы человека. Проблема речеобразования, восприятия, передачи звука и действия звука и вибраций на биологические объекты. Давайте рассмотрим теперь, что же такое колебание. Колебание – это процесс или движение, которое характеризуется определенной степенью повторяемости во времени. Внутри любого живого организма непрерывно происходят разнообразные повторяющиеся процессы, например, работа сердца, легких. И все эти явления подчиняются некоторым общим закономерностям. Виды колебаний. Виды колебаний различают по физической природе, это механические, тепловые, электрические, и по характеру взаимодействия колеблющейся системы с окружающими телами. Различают свободные, гармонические, затухающие, вынужденные, автоколебания. Свободные, собственные механические колебания – это колебания, которые совершаются без переменного внешнего воздействия за счет первоначально полученной телом энергии. К свободным колебаниям относятся гармонические и затухающие колебания. Модели таких данных колебаний – это, например, пружинный маятник, то есть тело, подвешенное на пружине. И также математический маятник – это тело, подвешенное на нити. Рассмотрим самый простой вид колебаний – это гармоническое колебание, при котором смещение из положения равновесия изменяется по времени, по закону синуса или косинуса, без учета действия сил сопротивления. Аналитически закономерность изменения смещения во времени для гармонических колебаний выражается следующей формулой, которая у меня написана на слайде. X от t равно a умножить на косинус омега нулевое t плюс фи нулевое. Графиком гармонических колебаний будет являться, соответственно, синусоида или косинусоида. И как раз на слайде показан график гармонических колебаний, при котором смещение из положения равновесия x смещается по времени, по закону синуса или косинуса. Теперь давайте рассмотрим характеристики гармонических колебаний и характеристики гармонического колебания. Первое – это амплитуда, обозначается буквой А. Это максимальное отклонение от положения равновесия. Измеряется единица измерения – метры. Амплитуда определяется свойствами колебательной системы. Ну и также начальными условиями, то есть положением и скоростью тела в момент времени. Идеальность гармонического колебания состоит в том, что с течением времени амплитуда гармонических колебаний не изменяется. Вы видите,
амплитуда равно константе. Следующая характеристика гармонического колебания – это период. Обозначается буквой Т единица измерения секунды. Это наименьший промежуток времени, за которое совершается одно полное колебание. Следующая характеристика – это круговая частота, омега нулевое. Число колебаний, совершаемых за 2 π секунды. Данная характеристика колебаний зависит только от свойств колебательной системы. Следующая характеристика – это φ нулевое, начальная фаза колебаний. Измеряется в радианах. Она зависит только от начальных условий, то есть от положения и скорости тела в момент времени. Следующее – циклическая частота. Это число колебаний, совершаемых за единицу времени. Обозначается буквой ню, единица измерения герцы или секунды в минус первой степени. И еще одна характеристика – это период колебаний. Обозначается буквой Т и определяется таким соотношением. Единица, деленная на ню, или 2π, деленное на омега нулевое. Посмотрите, колебание – это процесс, происходящий во времени. А что же такое волна? Давайте представим такой пример. Возьмем длинный шнур и закрепим один его конец, а другой приведем в колебательное движение. Что мы увидим? Что вдоль шнура что-то бежит, хотя концы шнура остаются на месте. То, что бежит по шнуру, это волна. И такого рода волны называются бегущими. Поэтому, смотрите, волна – это процесс, распространяющийся в среде, во времени и в пространстве. То есть волна есть распространение колебаний от точки к точке, от частицы к частице. Механическая волна – это явление распространения механического колебания в среде с переносом энергии. Из-за наличия упругой связи между частицами среды перемещение одной из частиц при возникновении колебаний вызывает движение соседних частиц. Этот процесс распространяется в пространстве с некоторой скоростью. И вот при распространении механической волны сами частицы среды не перемещаются вместе с ней, а колеблются около своих положений равновесия. Поэтому распространение волны не сопровождается переносом вещества. Различают продольные и поперечные волны. Два вида волн. То есть волны, распространяющиеся в направлении перпендикулярном направлению колебаний частиц в волне, называют поперечными. А волна, в которой колебания происходят вдоль той же прямой, что их распространение, называется продольной волной. Также характеризует волну длина волны. То есть это расстояние между двумя точками, фазы которых в один и тот же момент времени отличаются на 2π и равно расстоянию, пройденному волной за период колебаний. Так как скорость распространения волны зависит от свойств среды, то длина волны при переходе из одной среды в другую изменяется, в то время как частота остается прежней. Еще раз, все волны переносят энергию без переноса вещества. Давайте рассмотрим энергетические характеристики волн. То есть для количественного описания переноса энергии вводит такие характеристики. Первое. Поток энергии волны. Поток энергии волны – это количество энергии, которое переносится волной через некоторую площадку за единицу времени.
Единица измерения джоуль на секунду или ватт. Плотность энергии волны. Вторая характеристика – плотность потока энергии волны. Или по-другому мы можем сказать, это интенсивность волны. Это поток энергии волны, отнесенный к площади поверхности, расположенный перпендикулярно направлению распространения волны. Единица измерения – ватт на метр в квадрате. Звук – звуковые методы исследования в медицине. Человек живет в мире звуков. Звук – это то, что слышит ухо. Мы слышим голоса людей, пение птиц, звуки музыкальных инструментов, шум леса, гроза во время, гром во время грозы, шум студентов на лекции. Что такое звук? Как он возникает, чем одни звуки отличаются от других? Мы знаем, что звук – это волна. Частным случаем механических колебаний волн являются звуковые колебания волн. То есть, посмотрите, звук – это механическая волна, распространяющаяся в среде с частотой от 16 Гц до 20 тысяч Гц. Звук имеет объективные характеристики, которые присущи любой волне, и субъективные характеристики, которые определяются восприятием звука человеком. К объективным характеристикам звука относят частоту, длину звуковой волны, скорость звука. Ну вот давайте, например, о скорости звука, поговорим. Что нам известно о скорости звука? Как и всякая волна, звуковая волна характеризуется скоростью распространения колебаний в ней. Скорость звука различна в различных средах. Так, в воздухе при температуре 20 градусов Цельсия скорость звуковых волн, любых длин волн, равна примерно 340 метров в секунду. В воде 1500 метров в секунду, а в твердом теле более 2000. К объективным характеристикам относятся энергетические характеристики, которые вы видите. Это плотность потока энергии волн, или мы по-другому называем это интенсивностью или силой звука. Звуковое или акустическое давление. Добавочное давление, избыточное над средним давлением окружающей среды, которое образуется в участках излучения частиц в звуковой волне. В единице звукового давления это паскали. И спектральный состав звуковых волн, то есть спектр. Набор частот волны с указанием их интенсивности и амплитуды. Это акустический спектр. По спектру различают следующие звуковые колебания. Первое – это тон. Тон – это звук, представляющий собой колебания с постоянными или периодически изменяющимися амплитудой и частотой во времени. Тон бывает простой или сложный. Простой тон – это простое гармоническое колебание, например, звучит камертон. А сложный тон – это совокупность нескольких простых тонов. Это, например, может быть речь человека, звуки музыкальных инструментов. Сложный тон может быть также разложен на простые. Тон имеет линейчатый спектр. Второе – это шум. Это звук, отличающийся сложной, неповторяющейся временной зависимостью. Он имеет сплошной спектр. Шум – это хаотическая смесь тонов. Шум толпы, шум студентов на лекции. И звуковой удар.
Звуковой удар – это кратковременное, сильное звуковое воздействие. Ну, это может быть, например, хлопок. Хлопок, взрыв. Звуковой удар имеет сплошной спектр. В самом начале я говорила, что есть субъективные и объективные характеристики звука. Субъективные, по-другому мы можем сказать, физиологические, объективные, физические. То есть физические, объективные, физиологические, субъективные. Физические, объективные, частота, гармонический спектр, интенсивность. Вот теперь давайте перейдем к субъективным характеристикам. Это высота тона. Высота тона – это субъективная характеристика, которая обусловлена частотой основного тона. То есть чем больше частота звука, тем более высоким воспринимается звук. В значительной степени, меньшей степени высота зависит от сложенности тона и от его интенсивности. Тембр. Тембр – это субъективная характеристика, которая зависит от спектрального состава звука. Тембр, мы можем сказать, что это звуковая окраска. И громкость. Громкость – субъективная характеристика звука, которая характеризует слуховое ощущение для данного звука. Она может быть оценена количественно путем сравнения слухового ощущения двух источников. Математически единицы громкости – это БЛ, децибелы, фоны. Математически она записана у вас в самом низу формулы. Это закон Вебера-Фехнера. Закон Вебера-Фехнера. То есть мы громкость, субъективную характеристику, можем оценить количественно при помощи этого закона. В основе создания это психологический закон Вебера-Фехнера. Математически это означает, что громкость звука пропорциональна логарифму интенсивности звука, то есть сила слухового ощущения пропорциональна логарифму отношения силы звука к порогу слышимости. Закон Вебера-Фехнера звучит так. Если раздражение увеличивать в геометрической прогрессии, то есть в одинаковое число раз, то ощущение этого раздражения возрастает в арифметической прогрессии, то есть на одинаковую физическую величину. На одинаковую, извините, просто величину. Давайте посмотрим уровни громкости, да? Нормальное человеческое ухо у нас воспринимает достаточно широкий диапазон интенсивности звука, и удобнее использовать логарифмическую шкалу уровней интенсивности, так как отношение двух интенсивностей, как правило, очень большое число. Шкала была бы громоздкой, очень большой. Значит, что здесь на ней мы видим? Интенсивность минимального порога восприятия звука человеческим ухом равна 10 в минус 12 ватт на метр в квадрате, принятый за 0 дБ. Звук в 10 раз более мощный имеет уровень интенсивности 10 дБ, в миллион раз 60 дБ, в 10 миллионов раз 130 дБ. 130 – это звук, который уже причиняет боль. И за 1 Bell принимает уровень интенсивности звука, интенсивность которого в 10 раз больше порога слышимости. Уровень громкости также выражает в фонах. Принято считать, что на частоте 1 кГц шкалы громкости и уровней интенсивности они совпадают.
То есть Bell есть единица шкалы уровня интенсивности звука, соответствующая изменению уровня интенсивности в 10 раз. Есть несколько, можно привести несколько значений уровня интенсивности звука. Это, например, шепот на расстоянии 1 метра приблизительно 20 дБ. Нормальный разговор это примерно 50 дБ. Крик это примерно 80 дБ. Двигатель самолета 130 дБ. И вот, как я вам говорила, болевое ощущение это приблизительно 120 дБ. Теперь давайте рассмотрим звуковые методы исследования в медицине. Кратко. Аудиометрия – это метод измерения остроты слуха. С помощью специального прибора аудиометра определяет точки кривой порога слышимости при различных частотах. Полученная кривая называется аудиограммой. Сравнивают аудиограммы больного человека с нормальной кривой порога слышимости. Это помогает диагностировать заболевания органов слуха. Звук может являться источником информации о состоянии внутренних органов человека. Поэтому следующий звуковой метод исследования – это аускультация. Метод выслушивания при помощи стетоскопа и фонендоскопа. Следующий метод – фонокардиография. Это метод графической регистрации тона и шумов сердца. Еще один метод – перкуссия. Метод выслушивания звучания отдельных частей тела при простукивании. Анализ возникающего звука. В медицинской практике широко применяется также ультразвук. Давайте посмотрим на схему. В целом упругие механическое колебание волны с частотой менее 16 Гц, то есть от 0 до 16 Гц, это инфразвук. Это звуковые волны, имеющие частоту ниже воспринимаемой человеческим ухом. Если говорить, хорошо, не будем говорить об инфразвуке. Следующее – это звук от 16 Гц до 20 тысяч Гц. Это звук. И упругие механические колебания волн с частотой от 20 до 10 в 10 Гц называется ультразвуком. То есть верхняя граница ультразвуковых частот определяется межмолекулярными расстояниями и поэтому зависит от агрегатного состояния вещества, в котором распространяется ультразвуковая волна. В целом, источники ультразвука подразделяются на искусственные и естественные. Для искусственного генерирования ультразвука используют различные виды ультразвукового технологического и медицинского оборудования, ультразвуковые приборы. К искусственным источникам ультразвука относятся также оборудование, при эксплуатации которого ультразвуковые колебания возникают как сопутствующий фактор. В природе ультразвук встречается в качестве компонента природного шума. То есть шум ветра, дождя, водопада, грозовых разрядов, так и среди звуков животного мира, дельфинов, летучих мышей. Некоторые животные пользуются ультразвуковыми волнами для обнаружения препятствий, ориентировки в пространстве, например, летучие мыши.
По своей физической сущности ультразвук не отличается от звука, так как тоже представляет собой продольную механическую волну. Однако ультразвуковые волны имеют свои особенности. Первое. Длина волны ультразвука существенно меньше длины звуковой волны. Так, например, в воде для звука с частотой 1 кГц длина волны составляет 1,5 метра, а для ультразвука с частотой 1 МГц длина волны 1,5 миллиметра, а для ультразвука с частотой 1 ГГц длина волны 1,5 микрометра. Благодаря малой длине волны отражение и дифракция ультразвука происходит на объектах меньших размеров, чем для слышимого звука. То есть при определенных условиях малых размеров препятствий ультразвуковая волна распространяется направленным потоком. И при прохождении ультразвука через вещество происходит его значительное ослабление вследствие поглощения, что обусловлено его малой длиной волны. Для разных тканей глубина поглощения различная, она зависит от интенсивности ультразвука и плотности среды. Ультразвук сильно поглощается воздухом. В жидкой среде организма, например, кровь, поглощение ультразвука значительно меньше, чем в мягких тканях, и тем более в костных тканях. Теперь давайте рассмотрим биофизическое действие ультразвука на вещество. Комплексное биофизическое действие ультразвука на вещество включает в себя несколько видов действий. Механическое, например, тепловое и химическое. Давайте рассмотрим механическое. Сжатие и разрежение, создаваемое ультразвуковой волной, приводит к образованию разрывов сплошной жидкости и образованию в ней полостей. Такое понятие называется кавитация. Кавитация существует недолго и быстро захлапывается, то есть происходит выделение энергии и разогрев вещества, ионизация. Процесс кавитации приводит к перемешиванию составных частей клеточной цитоплазмы и изменению ее вязкости, что в свою очередь вызывает существенные изменения функций клеток. Ультразвук может отрывать от клеточных мембран биологические макромолекулы, изменять поверхностные заряды мембраны и их проницаемость, оказывая этим влияние на жизнедеятельность клетки. При достаточно большой интенсивности ультразвука происходит разрушение мембран. При распространении ультразвука в веществе развиваются деформации. В зависимости от интенсивности волны эти деформации могут вызвать либо незначительные изменения структуры, либо ее разрушить. Ультразвуковые колебания способны размельчить частицы среды, перемешивая их и образовывать эмульсии. Если интенсивность превышает порог кавитации, интенсивность ультразвука превышает порог кавитации, то наблюдается разрушение микроорганизмов, в частности, уничтожение имеющихся в жидкости бактерий, вирусов. Поэтому в жидкости в момент растяжения образовываются микрополости, которые заполняются парами жидкости. И это явление носит название кавитация. То есть, еще раз, микрополости они существуют недолго, и в момент захлапывания высвобождают энергию, которая может быть настолько большой, что вызовет ионизацию, диссоциацию в окружающих молекул. Поэтому используется механический эффект действия ультразвука, как размельчать и диспергировать различные среды. То есть для изготовления вакцин, эмульсий.
Следующее биофизическое действие ультразвука на вещество – это тепловое. Еще одно действие ультразвука, связанное с процессами теплообразования в среде, подверженной воздействию ультразвуковых волн. Образование тепла определяется количеством поглощенной энергии ультразвуковых колебаний, пропорциональной частоте колебаний, вязкости среды и ее теплопроводности. Так, тепловой эффект на глубине от 2 до 5 метров при ультразвуковом облучении мощностью 40 киловатт на метр в квадрате в течение 20 секунд приводит к повышению температуры тканей и организма на 5-6 градусов. Теплота выделяется в основном на границе раздела ткани с разными акустическими сопротивлениями или в одной и той же ткани на неоднородностях ее структуры. То есть локальный нагрев ткани повышает интенсивность процессов обмена, но длительное воздействие может привести к перегреву. И следующее биофизическое действие ультразвука на вещество – это химическое. К химическому действию ультразвука на вещество можно отнести активацию воды, то есть расщепление молекул воды на радикалы водорода и OH с последующим образованием перекиси водорода H2O2, а также ускорение процессов окисления и диффузии. Длительное систематическое воздействие ультразвука, которое распространяется воздушным путем, вызывает изменения нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы, слухового, вестибулярных анализаторов. В целом, ультразвук обладает локальным действием на организм, так как передается при непосредственном контакте с ультразвуковым инструментом, где возникают ультразвуковые колебания. Давайте теперь рассмотрим методы генерирования ультразвука. Выделяют следующие основные методы получения ультразвуковых колебаний на основе обратного пьезоэффекта, на основе магнитострикции и на основе электрострикции. Для генерирования ультразвука используют устройства, которые называются ультразвуковые излучатели. Ультразвуковой излучатель на основе обратного пьезоэффекта является наиболее распространенным. Обратный пьезоэффект – это механическая деформация тел под действием электрического поля. Основная часть такого излучателя – это пластина из вещества с хорошо выраженными пьезоэлектрическими свойствами, например, кварц, сигнетова соль. На поверхность пластины нанесены электроды. Если к электродам приложить переменное электрическое напряжение от генератора, то пластина, благодаря обратному пьезоэффекту, начнет вибрировать, излучая механическую волну соответствующей частоты. Величина деформации пластины будет пропорциональна напряжению генератора. Частота вынужденных колебаний пластины, сжатия и растяжения, зависит от частоты изменения напряжения. Таким образом, кварцевая пластинка, вибрируя, будет излучать ультразвуковую волну соответствующей частотой. Следующий, другой ультразвуковой излучатель – это излучатель на основе магнитострикции. Магнитострикция – это изменение длины, удлинение или укорочение ферромагнитного стержня, помещенного в высокочастотное переменное магнитное поле. То есть внутри обмотки, по которой течет переменный ток с частотой изменения направления поля, колебания торцов стержня будут создавать в среде ультразвуковую волну. И еще другой излучатель – это электрострикция. Явление электрострикции состоит в изменении размеров некоторых материалов, это керамические изоляторы, в переменном электрическом поле. Данное явление обусловлено поляризацией диэлектриков в электрическом поле. Особенности распространения и характерные свойства ультразвука определяют его применение в медицине.
Посмотрите, здесь у нас представлено на слайде ультразвук в диагностике, ультразвук в терапии и ультразвук в хирургии. То есть в медицинских целях используют ультразвуковые волны различных интенсивностей. В диагностике это малая, в терапии средняя, ну и можно сказать, в хирургии большая интенсивность. Обратите внимание на интенсивность. Интенсивность ультразвука определяет также и область медицины, где его необходимо применять. Ультразвук используется для визуализации в медицинской диагностике, поскольку имеет способность проникать внутрь тела человека и взаимодействовать с биотканью. В диагностике ультразвук используется для исследования труднодоступных органов, а также с целью обнаружения патологий. Эти методы основаны на особенностях распространения ультразвука на границах двух сред. Ну вот давайте посмотрим ультразвуковая локация. Ультразвуковая локация работает непрерывно, есть непрерывный режим и импульсный. Непрерывный режим использует стоячая волна при интерференции падающей и отраженной волны от границы раздела сред. Импульсный режим регистрирует импульсы, отраженные от границы сред с различным акустическим сопротивлением. Измеряется время распространения ультразвука до исследуемого объекта и обратно. Зная скорость распространения ультразвука, определяет глубину залегания объекта. Такой метод называется диагностический эхометод, который позволяет дифференцировать мягкие ткани, различающиеся по плотности всего на 0,1%. Этот метод сходен с рентгенографией, однако изображения двух тканей на рентгеновском снимке отличаются друг от друга только в том случае, если их плотность различаются не менее чем на 10%. Кроме того, ультразвук низких интенсивностей практически безвреден для живых существ, чего нельзя сказать о рентгеновском излучении. А ультразвуковая аппаратура комплекснее и дешевле рентгеновской. Следующее – ультразвуковое просвечивание. Ультразвуковое просвечивание основано на поглощении тканями ультразвука с различными акустическими свойствами. При этом датчик, приемник, прошедший ультразвуковой волны, помещается позади исследуемого объекта. И по изменению интенсивности прошедшего ультразвука воспроизводителя теневая картина внутреннего строения объекта. Воспроизводится теневая картина внутреннего строения объекта. Эхоэнцефалография это определение опухолей и отеков головного мозга с использованием ультразвука. Ультразвуковая кардиография, измерение размеров сердца в динамике. Для диагностических целей важно знать максимальное и мгновенные значения скоростей стенок сердца с разверткой по времени. Именно эти параметры удается получить доплеровским методом, который позволяет регистрировать доплеровские частоты, вызванные отражением ультразвука от движущихся участков сердца. Существуют Существующие установки могут измерять расстояние до участков сердца, их размеры, скорость и ускорение, фиксировать начало и длительность различных фаз сердечного цикла. Следующая – ультразвуковая терапия. Обратите внимание опять на интенсивность. Это лечение и профилактика заболеваний человека с помощью ультразвуковых колебаний. Терапевтическое действие ультразвука на организм человека обусловлено совместным действием ряда факторов, то есть механическое колебание тканей, эффектов физико-химического характера, а также тепла, то
который выделяется при поглощении в тканях ультразвуковой энергии. Ультразвук является своеобразным катализатором, ускоряющим установление равновесного с физиологической точки зрения состояния организма, то есть здорового состояния. При этом ультразвук оказывает влияние в основном на больные, а не на здоровые ткани. При механическом воздействии ультразвука происходит стимуляция процессов диффузии, усиление обмена веществ, улучшение микроциркуляции. И ультразвуковая хирургия. Ультразвуковая хирургия основана на применении ультразвуковых колебаний для разрушения биологических тканей. В хирургии применяются два ультразвуковых метода. Первый основан на разрушении тканей организма, собственно, ультразвуковыми колебаниями. Второй связан с наложением ультразвуковых колебаний на хирургический инструмент. В первом случае используется как непосредственный контакт ультразвукового излучателя с тканью, так и воздействие на ткани фокусированным ультразвуком. Применение фокусированного ультразвука особо целесообразно для создания локальных разрушений в глубинных тканях организма, например, структуру головного мозга. Разрушение тканей под действием фокусированного ультразвука связано с двумя факторами: теплом, которое выделяется при поглощении ультразвука тканями, и явлением кавитации, которое мы с вами рассматривали. В зависимости от выбранной интенсивности ультразвуковых колебаний тот или иной фактор оказывает преобладающее действие. Ультразвук применяется также при хирургических операциях, связанных с соединением сломанных или намеренно рассеченных в ходе операции костей. При этих операциях пространство между сломанными костями заполняется костной стружкой, смешанной с жидкими пластмассами, например, циакрином. Ультразвуковые колебания способствуют более глубокому проникновению циакрина в поры костной ткани и вызывают ускоренную его полимеризацию, вследствие чего образуется надежное соединение обломков на период естественных процессов регенерации костей. Использование этого хирургического метода позволяет, в частности, избежать применения металлических конструкций, которые требуется удалять из организма в повторной операции. Также ультразвук применяется и в стоматологии. Лечение ультразвуком применяется в стоматологической клинике при ряде заболеваний. С помощью ультразвуковых стоматологических инструментов возможно более эффективное и безболезненное формировать различные полости, снимать зубные камни, выполнять режущие операции. Эффект Доплера. Эффект Доплера и его применение в медицине. В 1842 году Христиан Доплер обнаружил эффект, который был назван в его честь. Эффект Доплера. Что такое эффект Доплера? Это изменение частоты волн, воспринимаемых приемником волн наблюдателем при движении источника волн и наблюдателя относительно друг друга. Его можно наблюдать в акустике, оптике и также использовать в медицине. Вы видите на слайде общая формула, где нулевой это частота волны, испускаемая источником, движущимся со скоростью, испускаемая источником. Ну, это скорость волны. Ну, штрих это частота волны, воспринимаемая наблюдателем, движущейся со скоростью наблюдателя. Ну, это скорость волны. Есть там верхние и нижние знаки. Верхние знаки для случая сближения, нижние знаки для случая удаления. Вот, пожалуйста, у вас на картинке. При сближении источника волны наблюдателя воспринимаемая частота больше испускаемой.
при удалении источника волн и наблюдателя друг от друга воспринимаемая частота меньше испускаемой. Эффект Доплера можно использовать для определения скорости движения тела в среде, в частности в медицине, для определения скорости кровотока, скорости движения клапанов и стенок сердца, доплеровская эхокардиография. В медицине используется вот эта формула для определения скорости эритроцитов. Скорость эритроцитов приблизительно равна отношению произведению скорости ультразвука на доплеровский сдвиг частот и деленное на начальную частоту. 2 умножить на начальную частоту ультразвука. На рисунке показана схема установки для измерения скорости крови. Генератор разлучает ультразвуковую волну с частотой, которая распространяется в среде со скоростью звука, ультразвука. Навстречу волне движется кровь. Генератор ультразвука выполняет здесь роль неподвижного источника, а движущиеся эритроциты – роль приемника. Ультразвук отражает, то есть теперь эритроцит – это источник, а техническая система – неподвижный приемник ультразвука. Падающие отраженные ультразвуковые волны сравниваются. Полученная разность частот называется доплеровским сдвигом частот. Как раз вот она формула. Доплеровский сдвиг частот. Основным достоинством данного метода является то, что он является неинвазивным. То есть измерения проводятся без нарушения целостности сосуда. Особо широкое применение начинает получать эхометод, да, основанный на эффекте Доплера, который позволяет изучать не только расположение тех или иных участков ткани, но и физиологические процессы в их динамике. Доплеровская эходоплерография. Использование эффекта Доплера позволяет определять ряд параметров кровотока в сосудистой системе. То есть, я повторюсь, скорость кровотока, скорость движения клапанов сердца, скорость колебаний стенок сердца. Отражение ультразвука от пульсирующих стенок сосуда и взвешенных в плазме, движущихся вместе с ней форменных элементов крови, в основном от эритроцитов, акустическое сопротивление которых значительно отличается от акустического сопротивления плазмы крови, сопровождается эффектом Доплера. Зная доплеровскую частоту, можно по формуле вычислить скорость движения эритроцитов, следовательно, и скорость кровотока. По доплеровским сигналам, образованным внешней и внутренней стенками сосуда, можно определить диаметр сосуда, а по сигналам от эритроцитов узнать, на каком расстоянии от стенки сосуда находятся эритроциты, обладающие той или иной скоростью. Это позволяет изучить динамику потока крови в различных участках сечения сосуда. Особенно интересен и перспективен метод ультразвуковой артериографии, который позволяет получить двухмерное изображение кровотока. Доплеровский датчик закрепляет на рычаге, который можно вручную или с помощью особого устройства перемещать вдоль кровеносного сосуда, одновременно двигая его в плоскости перпендикулярной оси сосуда. Сканирование. На этом моя лекция закончена. Благодарю за внимание.